Всем привет! Президент России подписал ряд законов о блокировке недостоверных и искажающих факты новостей, которые создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, либо угрозу функционирования объектов жизнеобеспечения транспортной, социальной и некоторой другой инфраструктуры. Новый порядок также позволяет блокировать публикуемые в интернете материалы, оскорбляющие общество, госсимволы и институты власти Российской Федерации. Возникает вопрос, неужели до этого времени можно было безнаказанно распространять недостоверную информацию или публиковать в интернете материалы, оскорбляющие власть и общество? Конечно же нет. Законодательством и ранее были предусмотрены уголовная и административная ответственности за выражение явного неуважения к обществу, надругательство над государственными символами и оскорбление представителей власти, а также за распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка. Поэтому новый порядок ограничения распространения недостоверной информации, а также материалов, оскорбляющих человеческое достоинство и общественную нравственность, лишь дополняет существующие виды ответственности за эти нарушения. Появляются такие виды ответственности, как административный штраф и административный арест. Новшеством является механизм пресечения информационных правонарушений. Теперь за информационным порядком будет следить Генеральный прокурор России и его замы, которые в случае обнаружения противоправной информации, размещенной на информационном ресурсе, будут обращаться в Роскомнадзор, который в свою очередь будет требовать от редакции сетевого издания незамедлительного удаления данной информации. В общем, при слаженной работе системы недостоверная информация просто обречена на исчезновение. Все пропало, все пропало. Я убил его. Друзья, однако сильно радоваться не стоит. На официальные СМИ новый ограничительный порядок не распространяется. Так что правдивость информации, доносящейся до нас из новостных агрегаторов, по-прежнему никто не гарантирует. Для большинства россиян эти изменения означают, что делиться новостями теперь нужно как минимум осторожно. Ведь достоверность размещенной вами информации будет определяться не судом, а прокурором, то есть обвинителем. Другими словами, право на защиту вашего мнения в новой процедуре блокировки информации не предполагается. Безобразие нарушать, оно дыхни отставить. А между прочим, это ведет к гибели больших человеческих жертв. Например, сделали вы на своей странице в социальной сети репост новости о критике какого-нибудь чиновника за связанное с его профессиональной деятельностью высказывание. В случае, если в дальнейшем эта информация по какой-то причине окажется недостоверной, ваши действия могут быть расценены как недоверие власти, создающее угрозу массового нарушения общественного порядка. Более того, вас даже не спасет тот факт, что новость взята из какого-нибудь федерального ресурса, ведь на него действие нового порядка не распространяется. Также новый порядок не касается распространения недостоверной информации, например, о том, что какая-то звезда шоу-бизнеса является представителем сексуальных меньшинств. Изменения в законе касаются лишь общественно значимой информации. Однако, это не означает, что ответственность за распространение недостоверных сведений, порочащих честь и достоинство, не может быть применена в обычном судебном порядке. Я и не знал, что любовь может быть жестокой. Понятно, что информация, преследующая цель причинить вред людям, потенциально опасна для общества. Но ведь для борьбы с ней у государства был и остается надежный способ – блокировка через суд. Почему же система дала сбой, и власть отказалась от годами наработанной модели регулирования? Вероятно, с точки зрения законодателя, судебная система слишком сложна и медлительна. Пока бюрократическая машина развернется, информация уже успеет достичь массовой аудитории. Таким образом, вероятно, парламентарии пытаются пресечь распространение вредоносной информации на корню. Либо же появление нового порядка вызвано желанием депутатов пресечь возможный пиар государством недостоверных новостей. Так, при разрешении спора о запрете той или иной новости в суде, вокруг последней может разразиться скандал, который, наоборот, привлечет к ней повышенное внимание. В то время как по задумке законодателя прокуратура должна ликвидировать ложную новость без лишнего шума. Новый порядок сильно упрощает процесс блокировки новостей, поэтому, возможно, основной причиной его принятия является установление монополии государства в сфере информации. Как известно, кто владеет информацией, тот владеет миром. Что ж, друзья, пока это лишь предположение. Время покажет, как закон будет применяться на практике. Однако есть риск, что негативная информация о нем будет просто ликвидирована, как фейк-ньюс. Таким образом, данный закон, даже еще не начав применяться, вызывает к власти множество вопросов и подрывает доверие к ней. Думаю, что избавить россиян от сомнений сможет прозрачность работы системы блокировки новостей. Например, путем опубликования всех недостоверных, общественно опасных новостей в одном реестре. Так будет точно понятно, что есть правда, а что нет. Однако думаю, что даже если власти удастся отделить недостоверную информацию
информацию в сети от достоверной, количество последней только увеличится. Нередко люди слышат только то, что хотят услышать, а СМИ им в этом просто помогают. Скажите, пожалуйста, вы давно знаете гражданина Горбункова СС? Да, к несчастью, 10 лет. И что же, все эти 10 лет он пил, дебоширил и, так сказать, морально разлагался? Ну нет. Вы знаете, все это время он искусно маскировался под порядочного человека. Я ему не верю. Но если хорошо знаешь человека, ему нужно верить всегда? О, нет. Я считаю, что человеку нужно верить только в самом крайнем случае. Закон, безусловно, имеет благую цель, поскольку общественно важная информация должна быть достоверной. Однако, не менее важно, чтобы закон не стал инструментом сокрытия фактов по какой-то причине невыгодных властным структурам. Как говорится, лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Друзья, а что вы думаете по этому поводу? Напишите об этом в комментарии. Подписывайтесь на канал «Обо всем с юмором». Спасибо за внимание. Пока.